Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и ставьте лайки. Они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Друзья, недавно мы с вами выяснили, какое животное на Земле самое большое. Это голубой, он же синий кит. А сегодня нам предстоит узнать о самой маленькой в мире птице. Встречайте колибри, семейство мелких птиц из отряда стрижеобразных. Известно более 350 видов этой маленькой птички. Колибри обитают в Америке, от Аляски и Лабрадора до юга. И многие виды являются эндемиками. Больше всего любят тропические леса, особенно на Среднегорье. Ну и начнем с самого интересного, с размеров. Размеры представителей семейства варьируются от 5 до 22 сантиметров. Большинство видов имеют средний размер 6-12 и массу тела 2,5-6,5 грамм. Самые легкие колибри – это краснобрюхий, солнечный колибри и колибри-пчелка с Кубы. Они весят всего до 2 грамм, а самый тяжелый – исполинский колибри весит аж целых 21 грамм. Расстояние от кончика клюва до кончика хвоста у колибри-пчелки составляет всего 62 миллиметра. И это самые маленькие птицы на планете. Однако колибри примечательны не только размером. Нано-версии птиц – это мастера полета высочайшего класса. Они могут летать практически в любом направлении, зависать в воздухе и совершать вертикальный взлет и посадку. Зависать на месте могут, конечно, и некоторые другие птицы, но колибри превосходят все прочие виды, останавливаясь на одном месте очень надолго и без видимых усилий. Во время такого полета на месте колибри приходится выписывать крыльями своеобразную восьмерку. Благодаря этому птица держится в воздухе в вертикальном положении. Скорость взмахов крыльев колибри при этом огромна – около 50-80 взмахов в секунду. Но и это не предел. Например, танцуя перед будущей женой, самец делает более 200 взмахов в секунду, а разгон до максимальной скорости и мгновенная остановка у этих птах происходит практически мгновенно, всего лишь за несколько секунд. Причем скорость полета этой мелкоты достигает 50 км в час, что очень много для такого маленького наносущества. Колибри используют стиль полета, который является промежуточным между стилем полета птиц и стилем полета насекомых. В процессе полета колибри получает около 25% подъемной силы от движения крыльев вверх и 75% от движения вниз. У насекомых от движения крыльев вверх и вниз тело получает около 50% подъемной силы. К примеру, у большинства обыкновенных птиц тело получает подъемную силу лишь от движения крыльев вниз. Да и структура тела и строение крыльев у колибри отличается от всех других пернатых. Для того, чтобы получить возможность так быстро махать крыльями, колибри должны иметь короткие и прямые кости плеча и предплечья. Кости крыльев прочные, но легкие благодаря тому, что они полые. Структура самого крыла очень жесткая, благодаря тому, что ряд суставов просто не двигается. А вот плечевые суставы очень гибкие. Благодаря им они могут двигаться в любом направлении. Также они могут вращаться примерно на 180 градусов. Кроме костей должны быть и мощные мышцы. У колибри масса мышц крыльев
составляет около 40% вообще всей массы тела. Ну а для обеспечения этих мышц кислородом нужны хорошие легкие. Кислород колибри получают благодаря очень развитой дыхательной системе, которая включает 9 воздушных мешочков. Они составляют с легкими единую систему. Во время движения мышцы выталкивают воздух из этих мешочков, благодаря чему легкие получают дополнительные порции кислорода. Ну а быстро обеспечить весь организм кислородом тоже непростая задача. Но с ней справляется большое сердце этой маленькой птички, занимающее примерно половину тела. Частота сердечного ритма в случае колибри – это 500 ударов в минуту в состоянии покоя, а во время полета пульс птицы ускоряется вплоть до 1200 ударов в минуту. Дыхание тоже очень быстрое, вплоть до 600 циклов вдох-выдох за минуту. Для такой активной работы всех маленьких органов нужны сверхпитательные вещества. И это, конечно же, углеводы. Именно поэтому колибри так любит цветочный нектар. За день эта мелюзга потребляет в 2 раза больше пищи, чем весит сама. И практически вся энергия расходуется на полет. Кстати, у колибри есть еще одна суперспособность. В активном состоянии ее тело нагревается до 42 градусов. Ночью же температура падает до 15. Надо сказать, что очень немногие теплокровные животные способны выжить при такой резкой смене температуры тела. Ну а для добычи своих любимых вкусняшек колибри использует длинный клюв, который способен проникнуть глубоко в чашечку цветка. Ну и длинный язык, имеющий специальную форму, которая помогает нектару оставаться на языке. Кстати, кушать колибри должны не как нам советуют диетологи по 5 раз в день, а каждые 10 минут. Но не бойтесь за растения. Им от обжорства колибри только хорошо, потому что многие растения нового света опыляются исключительно ими. Кстати, колибри чистюли. Несколько раз в день они принимают ванну, плескаясь на мелководье, как воробьи. Колибри являются полигамными птицами. Самец занимается только оплодотворением. Все остальные заботы по выращиванию детишек возлагает на себя мама. Гнезда колибри обычно очень маленькие, что логично. Кладка почти всегда состоит из 2 белых яиц. У маленьких колибри их масса составляет до 30% от массы самой мамаши. Из-за этого они откладывают яйца только 1 раз в год, в то время как более крупные виды могут делать 2-3 кладки. Яйца колибри очень маленькие и могут быть всего 8 мм в диаметре. Птенцы вылупляются слепыми и беспомощными, и для них характерна очень высокая смертность в раннем возрасте. Врагов у колибри мало. Основными, по-видимому, являются врановые, тукановые и некоторые летучие мыши, которые грабят гнезда. В дикой природе продолжительность жизни колибри в среднем составляет 5-8 лет. В неволе птицы живут на несколько лет дольше. Рекордные показатели составили 12 лет. Отношение голых обезьян к колибри характеризуется исключительно положительными эмоциями. Однако в семье не без урода, и они являются главным ингредиентом одного южно-бразильского блюда. А как вы думаете, кто самая большая птица на нашей планете? Напишите в комментах. Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого
бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!